16-я серия начинается с длинной сцены разговора старых товарищей Рудиуса и Руджерда. Сцена длится целых 3 минуты до опенинга, и тут почти ничего не вырезали. Почти. Например, в аниме Руди просто говорит о том, что они с Эрис пошли разными путями, а Руджерд сразу же магическим образом понимает, что именно произошло, и начинает давать советы. В новелле же, ясное дело, Руди сначала полностью пересказал свою жизнь, вплоть до текущего момента, и уже исходя из его рассказа, Руджерд решил помочь советом. Но это мелочь. Главная проблема адаптации этой сцены в совершенно другом настроении. Давайте сначала я процитирую то, что упустили в аниме, а потом все объясню. Конечно нет, ты никогда не будешь мне мешать. Мне немного трудно находиться здесь. В его голосе звучало одиночество. Возможно, его немного шокировало то, что мы с Эрис не были вместе. Я не знал точно, что чувствовал Руджерд, но если бы я был на его месте, мне бы тоже было немного тяжело смотреть, как я с такой любовью рассказываю про Сильфи. Было ощущение, что в нашей дружбе образовалась трещина. Возможно, Эрис была основой, что держало нас вместе. Ну что, теперь вам стало яснее, почему поначалу улыбчивый Руджерд сначала сидел с кислой миной во время разговора со старым другом, а потом быстро свалил из особняка? В аниме же, на мой взгляд, их встреча выглядит как простые посиделки за чашкой чая. Очевидно, в оригинале эта сцена выглядит как неприятный разговор двух старых друзей, которых связывал третий, после чего на утро они расстанутся на очень долгий срок. Чтобы вы понимали, Руджерда вы увидите только серии через 35, если не больше. К тому же в аниме не сказали, куда именно он ушел. В новелле же он рассказывает, что далеко на востоке видели демона, и он решил, что это остатки его народа. Впечатление разочарованности Руджерда должна была дополнить сцена его отстраненного разговора с Сильфи, но она тоже вырезана. Такие дела. А какой вам показалась сцена встречи старых друзей? Грустной, радостной, натянутой? Напишите в комментариях. В аниме же начинается опенинг. 私はステイルです。ステイル編集チャンネルにいて興味あることについて話します。На утро приходит Бодигади, и они с Руджердом начинают играть в гляделки. В новелле мыслями Рудиуса больше раскрывается их конфликт. Ну а я напомню тем, кто забыл. Руджерд в последней войне был прямо подчинен Лапласу, одержим проклятием и убивал без разбору своих и чужих. Бодигади же был из умеренной фракции, противоположной Лапласу. И хотя Руджерд уже давно отрекся от Лапласа, Бади об этом не может знать и явно помнил тех подданных, которых убил Руджерд. Так что тут действительно очень старая вражда. И начни они бой, от поместья бы ничего не осталось. А еще в новелле Руди думает, как же отмазаться потом перед Бодигади, когда начнется штамповка фигурок Руджерда ради обеления расы суппордов. Но не все же мне ругать аниме. Например, во время завтрака нам показывают, что Норн, как верная последовательница Милиса, сложила руки в молитве перед едой. Это хорошая находка и будет еще одним штрихом к конфликту, который произойдет в следующей серии. В общем, Руджерд уходит, но Норн хочет пойти с ним, ведь ее брат избил отца и вообще с какой-то левой эльфийкой тусует. В общем, очень нехороший человек. При этом в аниме она почему-то напрочь забывает о том, что они с Сильфи еще и пришли с вечеринки в стельку пьяные. И хотя в новелле Сильфи магией детоксикации убрала эффект опьянения, Норн все равно спалила их по запаху. Дальше в аниме идет серьезный разговор главы семьи со своими сестрами. И здесь практически безболезненно выкинута сцена, когда Рудиус безрезультатно пытается отучить Айшу говорить в нарочито вежливой манере, на что та отвечает, что научилась этому от всегда учтиво вежливого братика. Также в аниме слабо раскрыты письма, хранившиеся в шкатулке. В новелле там не просто указание от Пола отправить сестер учиться в школу, но и краткие описания характеров и способностей девочек, а также советы по воспитанию. Айшу Лилия описывает как крайне талантливого ребенка, владеющего всеми 6 элементами магии и достигшую базового уровня в стиле бога воды. Из-за этого у нее слишком непомерная гордыня, и воспитывать ее предписывалось в строгости.
Норн же, наоборот, очень заурядная, и из-за этого у нее были проблемы со сверстниками. К ней следовало проявлять больше заботы. Мне нужно было пересказать вам это письмо, чтобы вы потом не удивлялись тем дровам, которые наломает Рудиус, последовав этим советам. Но Рудиус даже так ломает дров достаточно, случайно оговорившись, что может устроить Норн по блату, что еще сильнее ударило по ее самооценке. После чего в новелле две сестры ссорятся, начинают драть друг другу волосы, и Рудиусу приходится повысить на них голос. В аниме же этого не происходит, и теперь мне очень интересно, как аниматоры будут выкручиваться, ведь одной из предпосылок конфликта в следующей серии будет именно то, что Руди, как показалось Норн, накричал на нее, после чего она чуть не расплакалась. Идем дальше. А дальше нам показывают семейный совет Рудиуса и Сильфи, которые решают, что же делать с сестрами Грейрат. А это значит, что в аниме снова пропустили крупный кусок текста. А это значит, что я обязательно вам его перескажу. После прощания с Руджердом и разговора с сестрами, Руди направился разруливать их поступление в академию с директором Джениусом, а попутно пытается разузнать, куда ушел Бодигади. Следом он заходит к Нанахоши, которая мучилась от дичайшего похмелья. Действительно, как такое можно показывать по телевизору? Рудиус вывел алкоголь магией, а потом мило побеседовал и пошутил с растаявшей Шизукой, которая обычно угрюма и молчалива. В аниме же мы ее еще не скоро увидим. И лишь только под вечер происходит тот самый разговор с Сильфи, который происходил во время ходьбы по продуктовым лавочкам, а не в спальне на кровати. А в аниме еще и опустили попытку Руди последовать просьбе Ариэль из 14 серии и уговорить Сильфи забыть про службу на принцессу. Серокрысов четко попался на манипуляцию, про которую я рассказывал в видео про темную сторону принцессы Асуры. Можете поглядеть по подсказке справа сверху. А еще не забывайте, что вы можете поддержать меня, подписавшись на Бусти. Спасибо всем, кто уже это сделал, а мы продолжаем. В общем, Айша молодец. Заслужила высший балл на экзамене и должность горничной в доме своего брата. Норн же не очень отличилась, но получила возможность пожить в общежитии. Словом, начинается драма. И я прям вангую тонны комментариев под серией о том, что зрителям нафиг не упали все эти семейные разборки и прочая бытовуха. И вместо того, чтобы подумать, а как бы я на месте Рудиуса разруливал конфликт, в комментариях будет только нытье о том, что им обещали приключения, а приключений нет уже 13 серий подряд. Ничего, будут вам приключения через пару серий. А пока я расскажу, что в новелле у Рудиуса был мощнейший мозговой штурм по тому, как разрулить ситуацию. Серьезно, лучше прочитайте его сами во второй главе 11 тома. Я же скажу, что он там и вспоминает, как плохо справлялись с воспитанием его родителей с земли, и то, что он по себе знает, как тяжело жить обычному ребенку среди вундеркиндов. Словом, хороший такой самоанализ, который стоит применять и в реальной жизни, если вы тоже хотите стать достойным человеком. После чего он объясняет свое решение Айше, причем куда подробнее, чем в аниме. А следом еще раз советуется с Сильфи о том, принял ли он правильное решение. Вообще, отношения Руди и Сильфи из новеллы стоит взять как пример гармоничной пары, которая все решает совместными обсуждениями, а не обидками и недомолвками. Новелла дает много необходимых советов по семейной жизни. Руководство по разруливанию ссор и конфликтов, учит самоанализу и терпимости, и это все теряют те, кто считает реинкарнацию безработного мусорным тайтлом. Но что-то меня потянуло на лирику. Давайте вернемся к сравнению аниме и новеллы. А у нас снова вырезана почти половина главы, где описывается то, как живут Руди, Сильфи и Айша, а также милая сцена того, как он обучает свою сестру магии, а потом, как она мирно спит рядом с ним. Отставить пошлые мысли. В новелле несколько раз подчеркивается, что в отличие от безработного с земли, Рудиус абсолютно холоден к своим сестрам. Ну а дальше в аниме Риния с Пурсеной приносят Рудиусу бомбу замедленного действия, а попутно вырезали сцену, как Руди с их сумкой спокойно обедает в столовой с Нанахоши и тоскует по Бодигади.
В аниме же, понятное дело, оба персонажа уже отработанный материал и появятся в сюжете еще не скоро. В общем, Рудиуса вызывает на ковер Ариэль, и глупый план зверолюдок вскрывается. Аниме очень кратко и даже схематично описывает все эти события, и, наверное, это даже к лучшему. Эта сцена выглядит как простая разрядка смехом после нескольких серий на серьезных щах. Ну, сглупили Риния с Пурсеной. Ну, подумали, что Рудиус поклоняется в целом Пансу, а не одним конкретным. Ну, с кем не бывает. Но они же это все не со зла. Они хотели как-то подбодрить своего босса и даже не отбирали их силой. Более того, даже давали новые и чистые Пансу взамен забранных. Таких надо только понять и простить. Тем не менее, Норн все больше и больше отдаляется от своего брата. Но передано это в серии только несколькими недовольными взглядами. В новелле же ее отстранение показано куда более явно. Но ничего, самая мякотка конфликта должна будет показана в следующей серии. И я очень надеюсь на то, что нам как следует покажут, что именно чувствовала в этот момент Норн. А сама сцена по накалу будет не хуже, чем нервный срыв на Нахоши. А иначе у нас будет еще один плохо прописанный персонаж, которого будет ненавидеть половина комьюнити. Ну а мне придется целое видео посвящать защите малышки Норн. Что еще можно сказать в целом о серии? Выкинуты целых 3 главы, которые в новелле стоят между главами, которые сейчас экранизируются. И если глава про Эрис и ее заточку клыков стоит ожидать в виде отдельной ова, как это уже один раз было, то вот остальные 2, скорее всего, потеряны. В первой рассказывается, как Руджерт вообще столкнулся с Полом и подружился с Норн, а во второй описываются отношения между Занобой и Джинджер, а также то, как Заноба ей чуть шею не сломал. В графическом плане по-прежнему появляются кринжовые лица персонажей, и по-прежнему есть персонажи, нарисованные по старому дизайну. Причем новый и старый дизайны идут буквально в соседних сценах, делая эту разницу еще более заметной. В общем, студия пока держит марку. Не забывайте, что куда больше своих мыслей я рассказываю во время просмотра серии на Твиче, на стриме, который запустится вскоре после выхода этого видео. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.